Сегодня, в марте 2026 года, мы наблюдаем одну из самых болезненных трансформаций в истории киберспорта. Некогда великая Team Spirit рискует окончательно нащупать дно падения, которое началось еще в середине 2025 года. Весенний сезон должен был стать моментом триумфального возвращения драконов, но вместо этого превратился в череду тактических ошибок и потерю игровой идентичности. Корни нынешнего кризиса уходят в хаотичные решафлы прошлого года. Сначала из состава убрали Zontix и Magix, пригласив на их место Тнира и Звейха. Но этот эксперимент лишь разрушил командную химию, не принеся стабильности. Спустя полгода руководство пошло на еще более радикальный шаг. Вернуло старую гвардию, но при этом рассталось с многолетним капитаном и ментальным лидером Чоппером, а также с молодым талантом Звейхом. В обновленном ростере роль лидера легла на плечи Magix, а Zontix вернулся на привычную позицию. На бумаге такой состав выглядел многообещающе и жестко. Однако реальность марта 2026 года диктует свои условия. Без четкой структуры и авторитетного капитана индивидуальный скилл перестал приносить результат, превращая некогда грозную команду в дезориентированного аутсайдера, пытающегося выжить в новой мете. А перед тем, как продолжить, я хочу сказать, что у меня в Телеграме снова проходит конкурс на скины, так что обязательно участвуйте. Главная трагедия нынешнего состава Spirit — это образовавшийся ментальный вакуум. В 2024 году на пике доминирования мощь команды базировалась не только на стрельбе, но и на железобетонной психологической устойчивости. Работа с профессиональным ментал-коучем позволила молодым талантам конвертировать давление в кураж. Однако к марту 2026 года эта система, кажется, перестала адаптироваться к новым вызовам, оставив игроков один на один с токсичным фоном комьюнити. Также мы наблюдаем деструктивную форму эффекта Донка. Присутствие на сервере игрока такого калибра задает недосягаемую планку. И когда Данил выдает запредельные серии фрагов, а команда все равно дает карту, по психике остальных наносится сокрушительный удар. Возникает токсичное чувство вины. Это давление деформирует геймплей. В решающих раундах мы видим не нехватку скилла, а паралич инициативы. Лишний раз не сделанный пик, секундное промедление, дрожь в руках в клатчах — это симптомы страха ошибки. Играя в тени Донка и Шира, остальные участники подсознательно привыкают к роли второго номера, делегируя ответственность суперзвездам в надежде на очередное чудо. Но когда магия исчезает, у команды часто не остается ментального ресурса, чтобы перехватить лидерство и вытащить игру на характере. Второй важнейший аспект спада — это полная тактическая стагнация. План А, приносивший успех в 2024 году, к марту 2026 окончательно перестал работать. Эта схема строилась на агрессии Донка и надежности Шира, но за 1,5 года топ-команды разобрали этот стиль до молекул. Против Spirit научились играть системно, и команда стала заложницей собственного успеха. На фоне конкурентов их структура 2+3 выглядит архаично. Просто посмотрите на Vitality. С приходом Робса они выстроили систему, где нет жесткой привязки к одному сценарию. У них каждый игрок — это самостоятельная тактическая единица. В то время как система Spirit буквально сжирает потенциал тех, кто мог бы давать больше, что наглядно доказал кейс Звейха в Pavilion. А Vitality под руководством Apex создают пространство для микро-хайлайтов каждого. Переход Magix на роль капитана на этом фоне кажется огромным риском. Борис — невероятно одаренный игрок, но капитанство в 2026 году требует иного подхода. Ему приходится разрываться между колами и личной формой, и очевидно, что адаптация затягивается. В итоге Team Spirit застряли в лимбе. Они уже не могут играть в ту прямолинейную и наглую игру, которая была раньше, но еще и не выстроили сложную систему мид-раунд решений, которая есть у тех же Vitality. Отсутствие Чоппера как тактического фундамента ощущается в каждом матче. Magix старается, но ему не хватает авторитета и спокойствия, которое годами тренировал и транслировал Леонид. В марте 2026 года Spirit часто выглядит рассинхронизированными. Их атаки захлебываются без четкого плана Б, а защита рассыпается после первого же нестандартного действия соперника. Пока топ-коллективы вроде Vitality делают ставку на универсализм и гибкость ролей, Spirit продолжает биться в стену, пытаясь починить то, что давно пора заменить. Третий эшелон проблем Team Spirit бьет по самому больному — командной химии, которая была принесена в жертву бесконечным перестановкам. Чоппер годами выступал тем самым клеем, который демпфировал амбиции молодежи и жесткие требования тренерского штаба. С его уходом в начале 2026 года коллектив лишился главного эмоционального буфера. Сегодняшняя Spirit — это тревожный симптом десинхронизации, провала при разменах, несогласованный раскид и фатальное отсутствие инстинктивного взаимопонимания. Zontix и Magix, несмотря на свой опыт, оказались в токсичной атмосфере временщиков, где каждый подсознательно опасается за свое место вместо того, чтобы строить игру. В марте 2026 года организация выглядит как элитный микс из 5 мощных индивидуальностей, которые разучились дышать в унисон. Там, где раньше игроки чувствовали лока тиммейта без взгляда на радар, теперь зияют позиционные дыры. При этом критика в адрес Zontix или Тнира за стрельбу — лишь верхушка айсберга. Когда подорвано базовое доверие, прицел начинает гулять сам собой. Игроки отдают дуэли, которые обязаны закрывать на голом префиксе. Это классический ментальный блок, когда когнитивный ресурс занят не ситуацией в раунде, а рефлексией и страхом перед очередным витком хейта. Весенний сезон требует от менеджмента не очередной кадровой чистки, а тотальной перезагрузки системы. Команде жизненно необходимо реанимировать ментальную подготовку через возвращение психолога в активную фазу. А также было бы неплохо разгрузить Magix, внедрив тактического ассистента для усиления аналитического штаба. Но я думаю, главное, нужно сломать
сложившуюся кастовую систему. Иерархия неприкасаемых звезд в лице Донка и Шира и обслуживающего персонала изжила себя. Чтобы Team Spirit снова стали претендентами на титулы, Zontix и Tnir должны получить право на агрессию и статус полноценных творцов раунда, а не просто саппортов под закладочку. Если до конца сезона ситуация не стабилизируется, мы рискуем увидеть закат Spirit как мировой доминанты. Время их самый беспощадный соперник. Мета мутирует, конкуренты прогрессируют, а драконы все еще пытаются нащупать магию образца 24 года. Но в современном КС чудес не бывает без фундаментальной перестройки. Ребятам пора стереть из памяти прошлые заслуги, окончательно приняв Мэджикса как нового концептуального лидера и предоставить другим игрокам необходимый простор. Сейчас дракон ранен и дезориентирован. Единственный способ снова взлететь — перестать цепляться за осколки старой иерархии, где индивидуальные рейтинги стояли выше единства. Каждое официальное противостояние этой весной становится тестом на профпригодность. Отрадно, что команда наконец-то собралась на полноценный буткемп. 3 месяца онлайн-тренировок явно не дали нужной синхронизации. Лично я верю, что оффлайн разборы и живое общение помогут парням снова начать чувствовать друг друга. Этот сезон должен стать не точкой спада великого клуба, а моментом невозврата к старым ошибкам. Время старых заслуг официально истекло. В марте 26 года у Team Spirit есть два пути. Либо окончательно рассыпаться на 5 ярких, но разрозненных фрагментов, либо переродиться в нечто новое и еще более опасное. Буткемп уже идет, карты сданы, и теперь все зависит только от их готовности слышать и слушать друг друга. Будем следить за каждым раундом. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, если верите в камбэк драконов.